мы введем санкции на моделизм в России. Мы добьемся того, чтобы русские дети не знали, что такое Т-34, а тигры заставим красить в радужные цвета. Вместо красок они будут использовать сажу от костров, а модели будут только от фирмы «Огонек». Мы должны добиться, чтобы они не знали, что такое аэрограф и прекрасные демократические модели демократических танков и бомбардировщиков. Всем привет! А сегодня я хочу вам показать, что продается в магазинах для творчества. И начнем мы, наверное, с магазина Leonardo, ну а дальше пойдем по специализированным магазинам для моделистов. Поехали! В этом видео я прогуляюсь по 4 магазинам, где можно найти модели и товары для моделизма. Покажу их ассортимент, и мы с вами поищем продукцию европейских брендов, японскую химию и продукцию украинских производителей. Оценим, как санкции ударили по моделизму. В мою выборку попадут магазины из разных категорий, от самого распространенного в России магазина до местечковой специализированной лавки. В моей выборке будут самый обычный магазин детских товаров, гипермаркет товаров для творчества, один из крупнейших магазинов для моделизма в России и небольшой, можно даже сказать, локальный магазинчик с товарами для моделистов. И результаты вас наверняка удивят. А начнем мы с самого распространенного магазина в России. Это «Детский мир». И наверняка такой супермаркет есть в любом более-менее крупном российском городе. И наверняка путь у многих моделистов начинался с интереса, а что это за танк на полочке? И тут все очень скромно. Есть только продукция от российской фирмы «Звезды», и причем наиболее узнаваемые модели. Тут вы видите модели танков Т-34 в разных масштабах и Т-90. Наверное, это самый актуальный в связи с последними событиями танк. Также есть парочка самолетов, подводная лодка и пару вертолетов. И причем многие модели присутствуют в так называемых подарочных наборах в комплектами с красками и кистями. Тут не густо, но зато представлены практически все варианты моделей техники, разве что нет автомобилей, хотя ЗИЛ-130 могли бы тоже поставить на эту полочку. В детском мире особо делать нечего, так что пошли в следующий. Это Leonardo. Это хобби-гипермаркет. Эта сеть магазинов тоже широко распространена в России. И, наверное, в каждой региональной столице как минимум есть один такой магазин. Тут продаются краски для разных направлений творчества, материалы для рукоделия, вязания, шитья, настольные игры и, конечно же, тут есть модели. И причем ассортимент тут довольно представительный. Тут есть почти полный ассортимент «Звезды», причем даже есть новинки этого года. Широкий выбор моделей и в 35-м, 72-м и в 100-м масштабе. И, наверное, лобницы своими моделями в 100-м масштабе все-таки ориентируются больше на Leonardo. И, кстати, я заметила, что раньше в Leonardo был большой ассортимент продукции фирмы Revell. Помимо самих моделей, в Leonardo можно было найти их расходники и инструменты, в частности, очень удобный клей для пластика с носиком. И можно было разжиться и шпаклевкой. А сейчас тут из химии только продукция фирмы «Звезда», так что, судя по всему, санкции чуточку да и работают. Но модели от Revell все-таки пока присутствуют на полках, и, видимо, это, скорее всего, остатки. Тут даже есть натовская М109, которая активно сейчас применяется в современных боевых конфликтах. Да и в целом в Leonardo представлены почти все более-менее крупные производители. Есть большой ассортимент фирмы «Моделист». Это в основном переупаковка моделей от других зарубежных фирм. И даже есть продукция фирмы Arc Models. Ну а продукции костромских товарищей здесь нет в принципе. И это довольно странно. А сегодня я хочу вам рассказать про фирму Baumi. Это довольно интересная фирма, которая производит модели из дерева. Например, недавно я заказала вот такой вот набор. Это полочка, на которую я планирую ставить свои модели. Называется она «Парковка», но при этом не обязательно ставить туда коллекционные модели автомобилей. Также у этой фирмы выходят разнообразные конструкторы из дерева. Например, я как-то собирала вот такой узелок. Интересно, что дерево – это довольно экологичный материал. И, в принципе, и дети с легкостью соберут такой конструктор. У них у всех практически наборов движущиеся колеса. При желании вы эту модель можете окрасить. И в комплекте также идет и клей ПВА, и наждачка. Так что ничего дополнительного, как, например, при сборке модели из пластика, вам не понадобится. И у меня, например, есть еще вот такой вот троллейбус. Тоже довольно интересный арт-объект. И модель в настоящем 35-м масштабе. В принципе, мне очень нравятся такие наборы. Они очень оживляют обстановку в комнате. Так что, если вы хотите приобрести такие наборы, то рекомендую обратиться, например, на наши маркетплейсы типа Вайберса или Озона. И там
заказать в удобный вам пункт выдачи или доставку. Тут есть даже немного менго, но для такого гипермаркета это слишком дорогие товары, и они загнаны наверх, подальше от массового покупателя. Так что можно сделать вывод, импортной продукции в Леонардо стало меньше, но она в принципе еще есть и довольно разнообразна. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ и заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Ну а теперь давайте заглянем в один из самых крупных специализированных магазинов для моделизма. Это Arma Models. И, естественно, тут полно продукции звезды. Это даже не обсуждается. В магазине грустно смотрятся полочки, предназначенные для иностранных красок. От Tamiya, Amo и даже Mr. Hobby. Остались в основном непопулярные цвета типа фиолетового или же розового. Зато полки завалены Джемскейлом и прочими российскими аналогами. Так что тут особо санкции незаметны, но многие уже привыкли пользоваться Tamiya или же испанской химией, и поэтому переход на отечественные аналоги может быть болезненным, но все же не невозможным. И странно, что в ассортименте магазина Arma Models нет красок от Machete. Интересно, с чем это связано. Может быть, тут дело в конкуренции между Джемскейлом или Machete, или же конкуренции между двумя крупными интернет-магазинами, ведь обе эти краски позиционируются как российские аналоги Tamiya. И давайте взглянем на ассортимент из моделей. И тут тоже есть Revell, и он более обширно представлен, чем в Leonardo. Тут есть полный спектр китайской продукции. Есть и Musing, Menk, и RFM, и даже Trumpeter. Я специально акцентируюсь на китайских производителей, так как недавно был слух, что появились проблемы с китайским импортом, так как китайские банки, боясь санкций от США, отказываются проводить транзакции с российскими юридическими лицами. Но Китай в Арме представлен в полном объеме. Конечно, цены подросли, но самое главное, что полки не пустые. Ассортимент Tamiya выглядит, конечно, грустно. Тут всего 3 модели. Но если вам действительно очень нужна Tamiya, то некоторые наборы, конечно же, с наценкой вы можете найти на одном китайском маркетплейсе. Ну а теперь самое интересное. Вы помните, что Arma в свое время стала флагманом борьбы с русофобией мини-арта. И мини-арта, к слову, здесь нет, но зато есть Скиф. Это древняя украинская фирма с очень дубовыми наборами. И раньше их моделям альтернативы не было, но зато сейчас полно аналогов от китайских фирм, которые пусть даже и дороже, но их намного приятнее собирать. И залежи Скифа я могу лишь объяснить тем, что это просто очень старые остатки, которые довольно тяжело продать. Так что я думаю, что новых поставок тут нет. Но для любителей 72-го масштаба тут есть остатки продукции фирмы UM, и многие их модели безальтернативны для 72-го масштаба. Из украинских фирм тут также присутствует и Rodan, и он тоже с предвоенными остатками, новинок нет. Также в наличии есть остатки от ICM. Это последние предвоенные наборы, их довольно много. Если вы хотите прикоснуться к более позднему творчеству киевских разработчиков моделей, то вам придется воспользоваться окольными путями, как я это сделала, когда готовила видео про украинский бронеавтомобиль «Казак». Помимо украинских моделей в Арме есть вполне европейские бренды из самых недружественных России стран. Меня удивило наличие изделий от Airfix. Это старая британская фирма, и она одна из родоначальников моделизма в том виде, в котором мы его знаем. И одно время наборы для сборки так и назывались – Airfix. То есть название фирмы было нарицательным, как Xerox, например, или же Pampers. А вообще эта фирма не сильно распространена в России. А в более спокойные годы до событий 22 года Arma даже вроде бы была и официальным представителем британцев в России. Полный ассортимент Ательери также был замечен в магазине, причем, судя по всему, не остатки, а пополняемый ассортимент. Хотя странно, что в основном представлен автотранспорт, а бронетехника и авиация была замечена в минимальном количестве. Любопытно, что Arma сама разрабатывает модели и производит их по технологии 3D-печати. Конечно, с такими моделями намного сложнее работать, чем с классическими пластиковыми. Но они делают такие модели, альтернативы которым в пластике нет. И, к слову, в магазине меня узнали и подарили пару моделей их производства, так что ждите скоро обзор и сборку. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании.
И напоследок я загляну в более скромный магазин сборных моделей. И это небольшая фирма, в магазине буквально 2 помещения. И такое ощущение, что магазин рассчитан на постоянных лояльных покупателей. В ассортименте есть продукция АВД, Звезды, что логично, а в наличии также много моделей от фирмы Академия, которая родом из Южной Кореи, причем модели М113 и Абрамс на самом видном месте. Также есть модели бронетехники от Итальери и куча моделей от китайцев. И, конечно же, там есть ICM, но ICM преимущественно старый и довоенный, как и в армии. Видимо, они просто распродают остатки. И что самое интересное, что в магазине есть и продукция фирмы Masterbox. Это тоже украинская фирма, которая в последние несколько лет ориентируется на разработки миниатюр. И я даже нашла 2 коробки от мини-арта. В наличии также можно найти модели от Revell и Hasegawa. Довольно богато выглядят полки с зарубежной химией. Есть много цветов от ACM и ассортимент Mr. Hobby там тоже вы можете легко оценить. Такого количества импортной химии нет даже в армии. Но это можно объяснить, наверное, тем, что магазин не столь известен, и он не такой большой, поэтому довоенный ассортимент тут сохранился намного лучше. И что же мы имеем в итоге? Полки с моделями все так же забиты коробками, работают отечественные производители. Китайцы более-менее стабильно снабжают нас моделями тоже. Иногда завозят даже по официальным каналам европейские бренды. Есть остатки и от украинских производителей. С химией, конечно же, немножко все грустнее, но в последнее время появилось много российских аналогов. Некоторые из них я показывала в работе на своем канале. Например, неплохая замена Тamiya, краски от Мачете или даже Gemscale. А российских аналогов испанских водных акрилов еще больше. Так что я думаю, что в ближайшее время нам будет что пособирать. Но если вы хотите что-то изысканное, редкое, то всегда можно прибегнуть к поиску необходимого в интернет-магазинах, например, на той же модельной лавке или же на всем известных маркетплейсах, в том числе и на AliExpress. Европейские и японские производители в основном выпускали модели техники НАТО, так что если вы хотите собрать такую коллекцию, то вам, наверное, придется воспользоваться услугами посредников. И, честно говоря, сейчас в России у моделистов нет такого высокого спроса на эти модели, и это логично. Я думаю, что если фирмы вернутся, то такого успеха, как он был раньше, у них, наверное, и не будет. Так что пока моделизм в России жив, и санкции мы можем ощутить только лишь кошельком. Все заметно стало дороже. А вы напишите в комментариях, какие у вас ощущения от санкций, повлияли ли они на вашу жизнь. Так что увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.